Решка! И в этом сезоне мы начали путешествовать по городам России. И сегодня мы проедем этот уикенд в городе Шадринске! Эти 2 дня мы вам будем показывать и рассказывать про город Шадринск и его окрестности. Да, но кто-то будет рассказывать с золотой кармане, а кто-то со 100 рублями и рюкзаком. Все покажет монетка. Ну что, подбрасываем? Орел. Решка! Так, ну что там? Решка? Ну все, оставайся со своим рюкзаком. Остановочка, если что, вон там. А у меня золотая карта. Вот моя золотая карта. Пойду тратить денежки. Удачи! Тут все равно. Деньги-то тратить негде. Хоть Шадринск и второй по площади город Луганской области, но он похож на огромную деревню. Население Шадринска 74 тысячи человек. Мы будем путешествовать по этому городу и приближенной местности. Сейчас мы вам покажем достопримечательности и природу этого края. Шадринск. Добро пожаловать! Первым делом, что нужно сделать в городе, это позаботиться о собственном комфорте. И я решила, что так как Шадринск это небольшой город, где много бездорожья и небольших улиц, самым оптимальным для него транспортом будет велосипед. А велосипед я решила взять премиум класса от создателей Lamborghini, и называется он Шульц. Желтый велосипед, трехскоростной, имеет ручные и ножные тормоза, прожектор, но при этом всем он составляет массу всего лишь 12 килограмм. Ну я даже не знаю, как не быть. Шадринск это очень большой город, у меня всего 100 рублей. На мою удачу в Шадринске основная валюта это рубли, поэтому менять ничего не надо. Так что я не знаю, что мне делать. Транспорт вообще очень дорогой. Ух ты, смотрите, появился тут что-то, велосипед какой-то. Никого нету, кроме оператора, конечно, никого не будет, это, по-моему, не чейный велосипед. Мужчины. Опа. Повезло! Сейчас я располагаюсь всего в 3 километрах от города Шадринска. Так как этот город расположен в сельской местности, то посмотрите, какие природные красоты нас окружают вокруг. Сколько листвы, зелени, деревьев. А еще если прислушаться, то можно услышать пение птиц. Я собираю все бесплатные места Шадринска. Я не могу не рассказать про это чудесное место. Смотрите, это минеральный источник минеральной воды Шадринская 305. Это минеральная вода, известная во всем Содружестве независимых государств, особенно в России. Эта вода, как ходят слухи, наравне с боржоми. Сейчас я это проверю.
Да, действительно хорошая вода, особенно для бюджетного туриста. Рекомендую, если у вас маленький бюджет, обязательно сюда сходите. Это одно из достопримечательностей. Ну, а я иду дальше. Очень вкусные сосиски, прям как из детства, давно не пробовала. Захотелось вспомнить, поностальгировать. Вот такой вот у нас батончик. Цену вы видите снизу экрана. Я сейчас нахожусь возле центрального городского пруда. Посмотрите, какой он красивый, чистый. А справа от меня находится городской парк. Он сейчас на ремонте, но надеюсь, что его в скором времени отремонтируют, и мы все сможем туда сходить и как следует поразвлекаться на аттракционах. А сейчас остается только любоваться прудом. Многие думают, что в городе Шадринске нету хороших мест бесплатных для купания. Многие правы, но все равно я попытался найти, и вот оно, встречать. Чистое, безопасное, а самое главное, веселое место для купания. Чистые озера, хороший контингент на пляже. Самое главное, холодная температура воды, чтобы освежиться после долгого переезда в этот отличный город. Вот уже вечереет, а значит пришло время задуматься о своем ночлеге. И что вы думаете? Что я выберу в этом городе? Отель или может быть что-то другое? Нет, отель это слишком банально. А вот снять собственную виллу, а еще и с бассейном и с банным комплексом, вот это по мне. Money talks, money shouts. Don't take much to hear. Like it or not, you need a lot if you're gonna make a life down here. Hey, money talks, money spits, makes its presence felt. Wanna be broke, this is no joke when you're dealing with the cards you're dealt. Итак, так как я бюджетный турист, я буду кушать и спать вот тут вот. Отличное место. Смотрите, что я ем. Красный доширак, самый лучший друг бюджетного туриста. Так как у меня нет кибитка, то ближайшие люди помогли мне с битком. Спасибо им большое. Ну что, попробуем самое вкусное блюдо для бюджетных туристов. Итак, это очень вкусно. Даже не знаю, что вкуснее. Как вы думаете, что там у Алены? Что может быть вкуснее, чем доширак? Что вообще делать в Шадринске с золотой картой, раз доширак это вообще? Все может быть лучше него. Давайте посмотрим, что там у нее. Ну что ж, спустилась я в свой ресторан на вилле, а здесь уже полный стол накрыт. У меня на ужин будут пирожки с лобстерами, белое вино, малиновый десерт, ну и, конечно же, фаршированные перчики. Все, как я люблю.
Так, вот, что-то уже стемнело, мне нужно ложиться спать. Завтра будет очень сложный день. Я завтра встану в 8 утра, и вы увидите, куда я поеду. Очень красивое место. Дождитесь этого. О, как хорошо на свежем воздухе спать. Около такого чудесного создания. Ой, как я устала за сегодня. Был такой насыщенный день. А завтра еще больше предстоит всего интересного. Ну а сейчас спокойной ночи. Лиса, как хорошо. Вау. Вы спросите, зачем я встал в 6 утра? Я вам отвечу. У меня сегодня очень важные дела. Я еду в пустыню, так сказать, в Шадринскую пустыню. Ну, давайте все узнаем вместе. Поехали! Боже. Рюкзак мой. Как же я его забыл? Ох, а оператор-то мне ничего не сказал. Ну, сейчас точно. Поехали. Самое доброе утро, конечно же, на моей вилле. Ну что ж, пора делать новые дела. По пути в пустыню я купил самую дешевую мороженку. Она стоит 26 рублей. Это юбилейная с крошкой. Не понимаю, мы не рекомендуем употреблять мороженое стоимостью до 30 рублей. Это опасно для вашей жизни. Я это делаю, потому что у меня очень ограниченный бюджет. Вам такого я категорически не советую делать. Не ешьте это. Ну, раз у меня есть золотая карта, то могу себе позволить и такое мороженое. Вот, например, Магнат. Самая дорогая мороженка в мире. Так, очень тяжело. Смотрите, на какую гору я заползаю. Жалко, что у меня дешевый велосипед, который я нашел на дороге. У меня вообще нету скоростей. Я уже доезжаю до этой пустыни. Кстати, я нахожусь в Бакалде. Это такая деревушка в Шадринском районе. Сейчас я нахожусь возле своего личного бассейна на своей личной вилле. И хочется проверить уже, ну, вода-то теплая все-таки или нет. Обещают, что вода с подогревом. Действительно, вода такая приятная. Ой, какая красота! Всем советую эту виллу. Здесь замечательный бассейн. А сейчас приглашаю вас с собой в банный комплекс. Ох, как жарко здесь! Смотрите, вот как я и говорил, очень красивые виды. Это прям пустыня какая-то. На самом деле, Бакальский карьер – это самый большой карьер в Шадринском районе. Ему уже более 100 лет. И кто мог подумать, что здесь раньше была вода? Постепенно этот карьер умирает, потому что люди берут песок. Это самое лучшее место в городе Шадринске.
чтобы поразмыслить над собой и полюбоваться красотами. Смотрите, какие красивые виды прямо на обрыве. Как я сюда залез, спросите вы. Ну, можно, конечно, обойти, но зачем ходить, раз можно по скале, я ведь скалолаз, и вы это видели в прошлый раз. Здесь гораздо выше, и отпустный обрыв. Тут гораздо лучше. Ой. Ну что, время нашего выпуска подходит к концу, и по старой доброй традиции мы оставляем эти 100 рублей следующим участникам. На них можно прожить целых 2 дня или даже неделю, ну, при условии, если ничего не кушать. Чтобы найти бутылку со 100 рублями, нужно приехать в город Шадринск, в поселок Осеево, на улице Омской найти калитку 13-й школы, от нее повернуть направо и сделать 10 шагов до ближайшего дерева. Нагнуться по дереву, и бутылка уже перед вами. Ну где же она? Мы же планировали встретиться здесь. О, А вот и я. наконец-то. Ты где была? Я отдыхала в своей вилле вообще-то. Вот я вот спал на мусорке, ездил на дешевом велосипеде, который нашел. Меня чуть не посадили из-за этого. Ой, какие страсти тебя Все равно. Наконец-то уже прошел 2-й день, и мы можем уехать из этого города. Ура! Поехали!